Дорогие зрительницы канала, когда придут Новый год и святки, мы с вами обязательно много раз погадаем на суженого. А сегодня я расскажу только про любовь этого непонятного и бесконечно обаятельного овна, с которым вас свела судьба. Ваш мужчина Овен, если он родился в период с 21 марта по 20 апреля. В целом, любовь овна всегда похожа на горный поток, который иногда наполняется и выходит из берегов и буквально сбивает вас с ног, а иногда иссякает, вплоть до пересыхания. Мужчина Овен запросто расскажет про замок, который вам построит, и построит его в итоге для другой. Но не все так плохо, той самой другой вполне можете оказаться вы, если будете следовать нехитрым правилам и слушать советы карт. А сегодня небольшой оракул, прогноз на ближайший период, ближайшее время для вас, для тех, кому выпало счастье влюбиться в мужчину Овна. Что вас ждет? Что за встреча, что за отношения? И совет карт будет, конечно, как себя вести для того, чтобы любовь сохранить и преодолеть препятствия на пути к счастливому браку. Я начинаю. Я рассматриваю карты только в прямых позициях здесь сегодня, поэтому буду их переворачивать, не обращайте на это внимания. Итак, суть вашего знакомства. Кому-то познакомиться с кем-то из вас было просто в буквальном смысле необходимо или, отчасти даже как бы выгодно. Кто-то был вынужден завязать эти отношения. Как это бывает? Например, если надо было выбраться из прежней разрушительной связи, из прежних каких-то застывших или драматических, или трагических даже отношений. Знаете, как потребность в новом чувстве, как выход, как, скажем так, сомнительный выход из сложной ситуации. А может быть, вы познакомились с мужчиной Овном, потому что вот вам нужно было насолить другому, вашему предыдущему жениху. Такая же ситуация могла быть у него. Здесь, безусловно, не идет речь о выгоде как таковой, но это какой-то выход. По шестерке мечей человек или группа людей оставляют один берег и отправляются к новому. Вот так выглядело ваше знакомство. Это карта сигнификатор ваших теперешних отношений. Я, конечно, буду избегать оценочных суждений, что плохо, что хорошо. Все как есть, как решили звезды и как нам рассказали карты. Что сейчас вам мешает быть вместе? Наш прогноз только для проблемных отношений. Если у вас все хорошо, вы счастливы вместе, это не ваша ситуация. Не смотрите это видео. Мы пытаемся решать проблемы сейчас здесь. Что же вам мешает быть вместе с мужчиной Овном? А вот это уже хуже, потому что выпадает нам прекрасная карта, десятка пентаклей, карта выгодного брака и обеспеченной семейной жизни. Это семейная карта. Похоже, что ваш избранник уже где-то счастлив, в каком-то доме, но не с вами.
стоит задуматься. Тогда ситуация со знакомством, конечно, знаете ли, очень и очень понятна. А теперь впрочем, ситуация может быть не такой напряженной. Может быть, у него хорошие, добрые родители, и он любит маму, папу, и вот прекрасно живет с ними в своей родительской семье. Может быть, он имеет вот такие теплые взаимоотношения с братьями и сестрами, к примеру. И вот из этого семейного родительского гнезда, ну ни в какую не хочет он во взрослую жизнь выбираться. Вот это уже менее напряженный аспект. Может быть, и ну, с этим уже можно будет работать, конечно, да. Теперь, как он к вам относится? Волнующий момент. Так. Чтобы не запутаться, только прямые позиции напоминаем. Как он к вам относится? Знаете, вот уместно будет здесь использовать слово «вожделеет», потому что это карта физической близости во всех ее самых лучших проявлениях. Это карта согласия, но согласия, основанного на взаимном желании. Не разрывают его внутренние конфликты, не разрывают его противоречия на тему вашего союза и вашей любви. Стремится к вам всем сердцем, хочет быть рядом, безусловно. Вообще всю мощь своей вот как бы энергии такой солнечной и насыщенной направляет в вашу сторону. Это мощная карта старший аркан, чувства его крупные, большие, непроходящие. Как карты советуют вам себя вести для того, чтобы ваши отношения с Овном продолжались? Будьте ему другом, карты говорят. Вот так вот поддерживайте вот такую вот, ну, безмятежную, сбалансированную обстановку между вами. Это действительно баланс между тем временем, которое он тратит на свои дела, и тем временем, которое он проводит с вами. Я бы сказала так: не нужно ничего слишком, потому что двойка пентаклей – это два динария, два пентакля, равные между собой. Поднимается тема взаимодействия, поддержки, практической помощи, тема равноправия. Давайте ему понять, что какие бы трудности вы не встретили вместе, или какие бы трудности сейчас вот объективные ни были между вами, вы на его стороне, вы его понимаете, поддерживаете. То есть это карта взаимодействия равных. Карта взаимодействия равных. И здесь, ну, нет бурного излияния чувств. В общем-то, ни одна из карт здесь, в этом оракуле, не предполагает каких-то невероятных эмоций. Поддержка, взаимодействие. Старайтесь быть равной ему, ну, во всем, насколько это возможно. Насколько это возможно. По крайней мере, поддерживайте, может быть, даже искусственно, где-то посредством техник, практик, специальных медитаций, себя в его энергетическом уровне, в его энергетическом поле. За Овном трудно в этом смысле угнаться. Очень быстрые реакции спада и подъема энергии. Старайтесь в унисон с ним чувствовать, в унисон с ним говорить и делать. Вот так все сказала. Какое же будущее вас ждет впереди? Угу. Отличная карта, потому что будущее у вас явно есть с ним.
Преобладает масть пентаклей во всей вашей истории. О чем это говорит? О том, что отношения достаточно рациональные, достаточно взрослые. Где-то расчет присутствует, где-то желание и ощущение стабильности, надежности. Ну, скучно с совнами не бывает, это точно. Здесь это неподходящее слово. Но нет особых страданий, это очень хорошо, потому что нет мечей. И вообще ситуация, где разрывается сердце. Шестерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде. В прогнозе на личные отношения она может обещать все, что угодно, все, что только можно, в принципе, ожидать от хорошей карты. Определенные обстоятельства как бы вас сближают. Смотрите, что после знакомства укрепляются отношения. Следуйте советам карт и ждите развития ситуации, но самого радостного. Я не хочу сейчас обещать свадьбы и прочее. Все-таки карта небольшая, но очень многое в ваших руках. Но поддержка, еще раз поддержка, взаимопонимание, баланс, никаких споров, никаких конфликтов. Нет ни свободы, нет ни перевеса в взаимоотношениях. Все ясно, четко, правильно и по-взрослому. Спасибо. Да, у мужчины-тельца много недостатков и много достоинств. Его трудно разозлить, но если вам это удалось, он не остановится. Знак Тельца входит в так называемый фиксированный крест, поэтому стихия Земли в Тельце достигает максимума и стабильности. Самый земной знак. Так говорят про Тельца. И Тельцу традиционно приписывают любовь к роскоши, любовь к наслаждениям, невероятную чувственность. Управитель знака планеты Венера. Поэтому Тельцы любят все красивое и вас рассматривают с эстетических позиций в первую очередь. Причем мужчины-тельцы интересны тем, что воспринимают женщину не единым образом, как другие мужчины в основном, а в деталях. Поэтому с мужчиной-тельцом очень важен лоск, ваша ухоженность в самых-самых мелочах. Тельцы любят деньги, любят хорошо поесть. По крайней мере, такие классические тельцы, безусловно, астрологические характеристики другие имеют значение, то есть параметры другие из натальной карты. Положение Венеры, безусловно, важно и так далее. Но в общем, Телец вот таков. Тельцы, представители знака, все без исключения, отличаются очень четким анализом, непрерывным анализом текущей тактильной ситуации. Вот для Тельца очень важно, помимо того, что он видит, важно то, что он ощущает руками, то, что вот он чувствует. Для него надо, чтобы все было приятно. Сегодня наш небольшой расклад для вас, если у вас проблемные отношения с мужчиной-тельцом. Если они замерли в какой-то определенной стадии, вы не знаете, как сдвинуться с места, куда судьба повернет. Вам нужен совет, какую линию поведения выбрать с тельцом, для того, чтобы его привести к алтарю, так скажем.
Если вы поссорились, разъехались, если вы просто в разлуке, или, может быть, вам нравится мужчина-телец, вы никак не придумаете, как же с ним завязать близкое знакомство. Наш оракул. Суть отношений здесь. Я прошу прощения, карты будут переворачивать, они мне нужны прямые. В общем раскладе уместны все-таки прямые позиции, чтобы не запутаться. Ну что ж, многообещающий прогноз. Изначально отношения имеют потенциал, очень большой потенциал к развитию. Каким бы ни было знакомство, и какими бы ни были вот мизерными вот эти вот зерна любви, что ли, романтики между вами, все это растет и вырастет. Естественно, если вы вместе, если вы оба будете действовать правильно, потому что восьмерка пентаклей – это карта выращивания. Отношения – это дерево, это прекрасный сад, который нужно поливать, возделывать, заботиться о нем. Масса техник, практик на эту тему существует. Любые рациональные и добросовестные способы приведут вас к успеху. Вот о чем говорит карта. Кроме того, это же все-таки карта работы, карта ремесла. Очень может быть, что вы с тельцом познакомились на профессиональной почве. Например, если у вас какая-то творческая работа у вас и у него, и вы на общей выставке познакомились. Но в любом случае это многое вас объединяет. Общие интересы, рационализм, кстати, рационализм вам тоже не помешает, если уж вы выбрали для себя тельца. Телец не оценит пустых эмоций и бессмысленных проявлений чувств. Телец не оценит и холодности воздуха, например. Ему нужна почва, практическая почва под ногами. Что же мешает вам быть вместе сейчас? Неожиданно. Тем не менее. Ну что ж, друзья, любовь к наслаждениям, любовь к застольям, вкусной еде и вообще к такому праздному времяпрепровождению. Похоже, что ваш телец выглядит сейчас вот так. Радуется жизни, наслаждается общением с друзьями, возможно, даже вот именно с таким вот бокалом в руках. Да безобидная позиция на самом деле, ситуации можно доверять, серьезных препятствий между вами нет. Но приготовьтесь к тому, что мужчина-телец – это всегда друг своих друзей. И он очень комфортно ощущает себя вот за столом. Ну, так, препятствия между вами такие событийного свойства. Теперь, впрочем, карта фигурная, и, конечно, она может говорить о присутствии вот между вами еще одного человека. Вот представьте себе, что мужчины все самые свои прекрасные порывы, дружбу, поддержку, готовность обмениваться деньгами, бизнес делить, несут таким же, в общем-то, мужчинам. Мужчины любят дружить. И общаются же они с мужчинами. Может быть, вот у вашего тельца просто есть такой закадычный друг, который так или иначе, да, вам мешает, потому что он все время с ним, и у них есть тема для обсуждения, общие какие-то дела. Почему нет? Но суть проблемы все равно одна. Это мужской мир, мужские занятия. Его чувство к вам очень важный момент, очень важная карта здесь. Чувство к вам. Знаете, он вам не доверяет, он вас подозревает, готов, в общем-то, выяснять отношения. Что-то произошло в недавнем прошлом, что заставило его
иметь такую позицию, потому что тельцы изначально люди очень доверчивые. Тельцы самые добрые из знаков зодиака, кстати. И уж если телец задумался, а не а стоит ли мне доверять этой девушке, значит, были какие-то основания. Да, он мог их себе придумать. Вы могли не давать повода. Но эта ситуация не меняет. Сейчас он насторожился, так скажем, обиделся, что-то заподозрил, готов выяснять. Может быть, немножко, кстати, пытается вами манипулировать, немножко хочет повызывать вас на чувства, на открытые эмоции, потому что определенная незрелость есть, такой, знаете, подростковая показушность в его позиции относительно вас сейчас присутствует. Как вам себя вести? Да, уместный вопрос, учитывая предыдущие карты. Ну, вот карта справедливости. Будьте максимально к нему справедливы. Уж точно не поддавайтесь на провокации, не реагируйте болезненно на его обвинения. Попробуйте взвесить за и против, ну, действительно, настолько ли он заблуждается относительно вас. То есть абсолютно объективная позиция сейчас от вас нужна, но, знаете, такая серьезная позиция, это старший аркан. Вам стоит с холодной головой оценить обстоятельства знакомства, то, насколько для вас ценен этот человек сейчас, насколько вы видите, естественно, перспективы для вашей любви. То есть карта справедливости всегда оценка серьезная, оценка нравственная, событийная, какая угодно. Ну и решение нужно будет принять. Возможно, решение примут за вас обстоятельства и звезды, а может быть и он сам, ваш телец. Но вам стоит задуматься. Будьте справедливы. Для вас вот совет: будьте серьезны, во-первых, серьезны, да, и справедливы. Ну, активную инициативу проявлять смысла нет здесь. Знаете, тельцы всегда очень малоподвижны для чужой инициативы. Их убедить что-то сделать нельзя, равно как и нельзя убедить чего-то не делать. Поэтому не стоит тратить силы, энергию на то, чтобы его убедить в чем-то. Принимайте его инициативы, его, может быть, даже, кстати, ведущую роль в отношениях, безусловно. И тогда карты обещают вам исполнение всех желаний. Ну вот она, карта настоящей любви, это туз чаш. Вот здесь я не побоюсь уже сказать, что видите, даже какая счастливая картинка нарисована. Здесь, по-моему, сцена, да, крещения на карте. Избыток чувств, объяснения, предложения, свадьба, счастливая семейная жизнь. До бесконечности я могу все это, конечно же, продолжать. Но большая любовь у вас на самом деле, большая. И причем она, видите, растет и укрепляется. Это очень показательно, когда карта, сигнификатор, карта знакомства меньше, ощутимо меньше, чем карта в перспективе, карта отношений в перспективе, потому что вы в правильном направлении идете, да, временные, ну, препятствия, временная вот его позиция какая-то, может быть, знаете, ну, недоверчивая, немножко закрытая. Впрочем, может быть, он хочет добавить огня, страсти, таким образом, в ваши отношения. Но исполнение желаний вам карты обещают, и достаточно скоро. Туз чаш все-таки возможность большой любви, которую легко отвергнуть или пропустить. Я не устаю
про тузы всегда это говорить, потому что я своими глазами вижу, как это происходит. И как много людей готовы отказаться от своего счастья. Спасибо. Даже не знаю, что сказать. Какие они мужчины-близнецы. Однозначно общительные, контактные. Достаточно легко заводят знакомства. Астрологи считают, что большинство таких знакомств у близнецов поверхностные. Если ваш мужчина родился по знакам близнецы, если это произошло в период с 22 мая по 21 июня, вас можно поздравить с удачным выбором. Вам в этих отношениях точно неизвестна скука. Ну, в отношениях, в том числе и в романтических, близнецы традиционно стремятся к разнообразию. Наше маленькое гадание, наш маленький оракул сегодня для тех, чей избранник родился под знаком близнецов и кто ощущает некоторые трудности в этих отношениях. Советы карт спросим, узнаем о ценности отношений, о глубине чувств мужчины. Итак, карта сигнификатор отношений или, может быть, обстоятельства, которые сопровождали ваше знакомство. Ну что ж, отличное начало, тройка жезлов. Это в буквальном смысле начало. Начало положено. Это знакомство с большим потенциалом для развития. А самый главный смысл карты – это совет не останавливаться. Продолжайте. Все правильно, все конструктивно. Карта небольшая, тем не менее многообещающая, много возможностей, даже, может быть, неожиданных и тех, которые трудно оценить сейчас. Традиционное название карты «Тройка жезлов» – это добродетель. Правильная основа отношений, правильные мотивы у партнеров. Теперь что же вам мешает быть рядом? Что за трудности у вас? Я переворачиваю карты, потому что хочу увидеть их прямыми, чтобы не запутаться, чтобы внести максимальную ясность. Ну, что вам мешает? Судьба, сама судьба вмешалась сейчас в ваши отношения. Может быть, испытывает вас на прочность, может быть, оттягивает момент, хочет, чтобы вы как бы воссоединились, восстановили ваши отношения, когда будет более подходящее время. Масса обстоятельств, масса событий, людей могут сопровождать вот эту ситуацию. Здесь в общем раскладе, конечно, трудно конкретизировать, тем не менее, доверьтесь судьбе. Космос ни для кого плохого не готовит. И если у вас с мужчиной-близнецами сейчас что-то не ладится, примите это как должное, со смирением, с доверием. Ну и радостно готовьтесь к переменам к лучшему, потому что колесо фортуны ведь захватывает и поднимает вверх, усиливает любовь. Как он к вам относится, мужчина-близнецы? Это всегда трудно по ним понять, это уж точно. Море масок у них. Хочет вас учить. Вот так вот одним словом я скажу. Хочет вас учить, поучать. Какой-то хочет взять над вами, знаете, такую нравственную опеку. Он уверен, во-первых, в своем ведущем положении в вашем союзе. Он уверен, что он главный, а вы вот ученик, ученица,
для него. Может быть, он сделал такой вывод совершенно справедливо, может быть, немного переоценил себя, немного сознался, тем не менее. Вот так он хочет выглядеть в ваших глазах сейчас. Чувства большие, чувства серьезные у него. Это старший аркан. Иерофант. Высокоморальный персонаж в колоде Таро. Человек с идеалами. Наверняка он видит или готов увидеть в вас, ну, душу бессмертную. Что карта советует вам предпринять или не предпринимать, чтобы сохранить, продолжать отношения, направить их в нужное русло? Ну что ж, понятный, доступный совет, который к тому же легко выполнить, если знать как. Восьмерка пентаклей. Карта регулярных усилий. Не ждите быстрого результата. Во-первых, она говорит по чуть-чуть, рациональными, взвешенными, добросовестными действиями, честной, открытой позицией добивайтесь уважения, расположения, любви мужчины, который так серьезно, кстати, к вам настроен в отношении вас. Трудитесь над отношениями. Это карта ремесла, карта труда ежедневного, ежедневных вложений. Но на самом деле ничего невыполнимого здесь нет, естественно. Достаточно быть внимательной к нему, достаточно не использовать как бы недопустимые средства в любви, быть искренней. Любая практическая помощь допускается и приветствуется, естественно, потому что пентакли – это практическая масть. Поддерживайте, понимайте, принимайте. Больше от вас ничего не требуется. Никакие подвиги и особые инициативы от вас не нужны. Мужчины-близнецы преимущественно совершенно себе на уме. Они непредсказуемы и переменчивы, как ветер в мае. Убедить их быть с вами трудно, равно как и практически невозможно убедить в обратном. Вот такую принимающую, рациональную позицию вам карты предлагают. Теперь итог ваших отношений. Какой мы увидим? Пятерка пентаклей вполне в духе расклада, логично его продолжает. Традиционно карта считается плохой для денег и очень хорошей для любви. Карта неразлучных. Здесь вот иллюстрация отражает только первый смысл, первое значение этой карты. Вдвоем вы можете противостоять целому миру, если сможете вот так вот практично, я бы сказала, продолжать отношения. У вас получится крепкий союз, крепкая пара. Карта предполагает верность, абсолютное доверие и поддержку друг для друга в любых жизненных обстоятельствах. Все знают, что раки очень восприимчивы и легко ранимы. Они привязаны к семье, привязаны к дому и мало доверяют широкому кругу лиц. Раки открыты только для близких. Они как бы в таком вот эмоциональном панцире находятся всегда и стараются мир немножко вот так вот на отдалении держать, в том числе, естественно, и женщин, потенциальных избранниц своих, они держат в начале
Хорошо, если только в начале, на определенной дистанции. У всех раков есть способность предчувствовать, развитая интуиция. Они добрые люди и, как правило, готовы всегда прийти на помощь. Романтичные, сильные романтические эмоции испытывают и требуют того же от вас. Ну, а наш небольшой оракул сейчас для вас, если ваш мужчина, с которым вы пока не совсем вместе, родился под знаком рака. Что вам мешает, что вам может помочь в отношениях, как он к вам относится? Все стандартные вопросы мы картам сейчас зададим. Итак, первая карта – это сигнификатор знакомства. Это ваша характеристика ваших отношений в целом или обстоятельств, при которых вы познакомились. Кто-то захотел перемен и затеял новую романтическую связь. Очень может быть, что вы или ваш избранник чувствовали, ощущали необходимость вырваться из прежних нереализованных отношений романтических и забыть старую любовь. Вот так будем называть вещи своими именами. Нужно было оставить один берег, отправиться к другому. Вряд ли в момент вашего знакомства имел место вот невероятный какой-то всплеск романтических эмоций. Кроме того, карты не говорят в принципе о ценности вот этой любви, этой связи. Пока не говорят, потому что мы не видим дальше карты. Тем не менее, шестерка мечей – это карта решительных людей, людей активных, и у всех мечей большой интеллектуальный потенциал. Если выбрать правильный курс, то можно доплыть до правильного берега. Предсказание пока такое. Я избегаю оценок здесь. Что вам мешает? Все карты в колоде Таро имеют астрологические соответствия. Я могу сказать, что вот десятка мечей вполне карта в духе рака, потому что здесь страдание, ситуация крайнего эмоционального напряжения. В целом, традиционно карта называется разрушение. Это ситуация, которая буквально разрывает сердце. Ряд событий, возможно, привел вот к такой позиции его или вас, ну, ваши отношения в данный момент. Критическая карта, не стану от вас скрывать. Часто считается, что после десятки мечей восстановить отношения уже невозможно, потому что это разрушение без возможности исправить. Ситуация чревата, естественно, депрессиями. Чувства рака к вам сейчас какие? В целом, почему я сказала сейчас? Ну, а чувства, тем не менее, неплохие. Шестерки, все хорошие карты в колоде. Чувства есть у него, достаточно правильные, он готов вам помогать. Он хочет, чтобы вы ему доверяли, хочет сам вам доверять. Очень по-доброму, в общечеловеческом смысле он к вам настроен. Хочет помогать, вот, одним словом. Верьте ему, и он открыт. По крайней мере, точно ничего не скрывает от вас. Вот все, что он вам успел сказать,
или все, что вы успели почувствовать, все так и есть. Ситуация совершенно прозрачная, открытая и, в общем-то, правильная. Карты могут говорить о том, что он долго мечтал встретить именно вас. Очень долго представлял себе свою будущую избранницу вот именно такой. И вы вовремя появились в его жизни. Он это ценит, он это понимает, безусловно. Что вам делать, рекомендуют карты, чтобы сохранить отношения, несмотря на такую напряженную ситуацию сейчас? Может быть, она пройдет? Проявите зрелое, взрослое поведение. Почему-то он так расстроен сейчас вашей разлукой. Да, у вас есть возможность спасти отношения, это точно, потому что королева Пентаклей предсказывает такую обстановку защищенности, достаточно безопасную ситуацию. Вообще, это карта семейной женщины, карта жены, карта, знаете, такой обеспеченной, спокойной жизни. Будьте стабильны, проявляйте о нем заботу, старайтесь ему помогать, как он хочет помогать вам. Успокойте его, развейте его сомнения на ваш счет, пусть он перестанет страдать и откроет вам свой панцирь, наконец, этот рак. Вы вполне обладаете ресурсами для поддержания, для сохранения этих отношений, и ощутите это и как бы транслируйте своему партнеру свои добрые намерения, поддержку. Вряд ли здесь есть место слишком бурному проявлению эмоций и романтических чувств. Нет. У вас масти чувств чаши вообще не появлялось здесь. Ваши отношения серьезнее, взрослее, и фундамент у них покрепче, чем просто вот юношеская влюбленность какая-то. Естественно, никаких скандалов, конфликтов, манипуляций. У него и так мечи в избытке. Но вы знаете, чем хороша ведь десятка мечей? Это последняя понумерованная карта масти. А это апогей масти. Поэтому десятка – это пик страдания. Но после десятки страдание заканчивается. Вот эту черную полосу есть возможность у вас миновать с успехом. Какой же итог? Более или менее отдаленный предсказывает карта для ваших отношений с этим мужчиной. С этим чувствительным и восприимчивым мужчиной, раком. Ну, что здесь сказать? Новый источник, новое дыхание, новый виток в любви, посланник истинной любви вам выпадает. Вот здесь как раз появляется романтика. Вот здесь появляется место для объяснений, свиданий, подарков, для прогулок под луной, обновление чувств. Вот что вы получите, если проявите вот такое вот зрелое поведение. Отчасти выжидательная позиция, отчасти активная. Здесь как бы 50 на 50. Пугать его инициативой, какими-то выпадами тоже не стоит. Отличный прогноз. Через тернии к звездам, через драму к семейному счастью. Я бы так сказала. Спасибо. Мужчина, рожденный под знаком Льва. Отличный муж, отличный отец.
Уверен в себе бесконечно, горд собой, культивирует буквально чувство собственного достоинства, хочет быть образцом, примером для подражания для всех окружающих его людей, стремится стать лидером в любом, даже случайном коллективе. Естественно, имеет организаторские таланты, организаторские способности. Лев – это стабильный огонь, поэтому чувства его достаточно постоянны. Не склонен он к перепадам в любви. И наше сегодняшнее гадание для тех, у кого трудности в отношениях с мужчиной, львом. Оценим перспективы развития для отношений, оценим его чувства, для вас возможные варианты поведения. Итак, познакомились вы там, где нужно, и тогда, где нужно. То есть у вас такое, знаете, вот знакомство. Увидели друг друга, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что вы друг друга ждали, появления друг друга в своей жизни. Это моментальная влюбленность. Посмотрите. Быстрое знакомство, стремительное. Может быть, в деловой обстановке оно у вас состоялось, однако в романтическое русло отношения перешли очень скоро. Это хорошее начало, это в буквальном смысле карта свидания и знакомства. Нечего здесь добавить. Что вас сейчас разлучает? Как ни странно, разлучает вас главный фактор, который между вами стоит, не дает вам быть вот полностью вместе, не дает вашей любви развиваться. Это умеренность. Кто-то ждет от кого-то, возможно, решительных шагов. Может быть, Вселенная, космос ждут, чтобы вы или ваш партнер немного попереживали, немного, может быть, поссорились, поторопили события или, наоборот, их как-то синтетически замедлили, потому что, уж слишком рационально вы подходите к этой любви. Скорее всего, оба. Но это крупная карта. Это, кстати, серьезное препятствие. Вот почему-то у вас образовалась такая позиция умеренности. Это отличная карта в прогнозе на любовь, но только не тогда, когда она оказывается препятствием, потому что карта очень стабильная и показывает такую намеренную позицию. Может быть, вы привыкли всегда так себя вести в любви, вот в романтических отношениях, а ваш мужчина, лев, хочет накала страстей, хочет, чтобы вы, попроявляли себя. Как он к вам относится? Ощущает партнерство, ощущает поддержку, дружеские эмоции, кстати, испытывает отчасти к вам, но концы с концами сходятся, так скажем. То есть вряд ли это избыток чувств, вряд ли это вот влюбленность, которая с ног сбивает, но вы ему подходите, скажем так. Вот это его ощущение. Не испытывает он дискомфорта никакого с вами. Ничто его не беспокоит. Отсюда, кстати, и умеренность как препятствие, потому что когда все постепенно, медленно, вот так вот рационально и правильно двигается и развивается, то, по сути, отношения из вот таких равных, партнерских и не выходят. Они как бы стабилизируются на этой стадии, а на определенном этапе все-таки обоих или одного из партнеров, это перестает удовлетворять. Вам нужен прорыв, вам нужно событие какое-то, может быть, извне, которое
часто можно, кстати, спровоцировать, чтобы вот вас расшевелить, из этой френд-зоны вас вывести у него. А то знаете, как получается? Вот подружились, поняли, что подходите друг к другу и встречаетесь регулярно, последовательно. В итоге ничего не происходит. Что вы должны делать? Спросим мы карты. Чтобы вывести отношения на новый уровень. Похоже, что у вас проблема в этом. В застойности. Что вам нужно сделать? Демонстрировать зрелое поведение. Да, активная инициатива не нужна, а в то же время отстраняться, уходить и как бы вот изображать какие-то эмоции не нужно. Все-таки ему, вашему льву, надо ощущать поддержку, видеть ваше взрослое, рациональное поведение, уверенную позицию, потому что королева Пентаклей излучает защищенность, излучает материальную стабильность, кстати, в первую очередь. Это такая самореализованная, реализованная и в профессии, в том числе женщина. Демонстрируйте ему свое доверие, и пусть он знает, что на вас можно положиться, что от вас можно ждать практическую помощь и поддержку. Вот, собственно, все, что советуют для вас карты сейчас. Какой же будет промежуточный итог для этих отношений с мужчиной-львом? Для ваших отношений с мужчиной-львом? Ну что ж, прорыв будет. С неожиданной стороны какую-то тайну вам предстоит узнать про него или рассказать про себя, или она откроется самоотношениям, безусловно, суждено в ближайшее время выйти на новый, скорее, духовный уровень. Карта прозрения, карта открытия тайн, но это хороший прогноз. Это главная карта женской духовности в колоде Таро. Ваша задача из земной женщины стать для вашего партнера льва почти что богиней. Я заметила, что мужчины, родившиеся под знаком зодиака Дева, часто испытывают трудности в любви, трудности в романтических отношениях. Я догадываюсь, почему так. Они очень требовательны, иногда предельно требовательны к партнеру, к женщине, ну, то есть к вам. Как вы уже догадались, наше сегодняшнее гадание для вас, если вы познакомились с мужчиной Девой, но ваши отношения не получили продолжения. Или же вы успели поссориться, вы сейчас в разлуке, но рассчитываете любовь вернуть. И хотите узнать советы карт. Как же вам поступить и стоит ли спасать эти отношения? Чувство мужчины, девы, суть как бы ваших отношений мы оценим нашим оракулом на картах Таро сегодня. Итак, вы познакомились. Ваш мужчина ощутил себя победителем в буквальном смысле, когда познакомился с вами. Вы объект его гордости, его радости. Он в буквальном смысле чувствует
триумф. Из-за того, что вы вместе. Это очень хорошая карта в перспективе на знакомство, потому что она с большим потенциалом. Шестерка жезлов. Здесь нет сомнений в том, насколько эта любовь нужна, насколько нужны эти отношения. Это уверенность и, повторюсь, чувство гордости партнера. Взаимное, оно обоюдное, естественно. Что вам мешает сейчас быть вместе? Главное препятствие для вас – это фигурная карта вам достается в качестве препятствия. Это человек. В первую очередь, мужчина, старший по возрасту или по положению, это его старший родственник или начальник, или, может быть, партнер по бизнесу. В любом случае, это мужчина, от которого ваш избранник очень-очень сильно зависит и которому сейчас отдает силы и время. Ну, посмотрите, если это его действительно какой-то старший родственник, может быть, он болеет, и о нем нужно заботиться, и нужно быть постоянно рядом с ним. Тут уж не до романтики. Ну, в любом случае, препятствия между вами объективны. Можете не слишком сильно не волноваться, потому что такие ситуации всегда рано или поздно заканчиваются, они проходящие. По крайней мере, разрушения вашим отношениям карты не предсказывают. Препятствие серьезное. На данный момент, да, неразрешимое. Но вряд ли с этим можно что-то сделать, и вряд ли с этим нужно что-то делать сейчас. Как к вам относится мужчина-дева? Посмотрите. И да, он бесконечно вас уважает. Вы для него тайна, вы для него загадка, вам достается карта жрица. Ну, он вас не понимает, но и не пытается разгадать. Скорее всего, он как раз-таки стремится вот этот секрет ваш сохранить. И вы ему интересны именно вашей загадочностью. Для него это по-настоящему ценно. Любит он вас за вашу душу бессмертную. Вот что я вам скажу. Очень серьезная позиция, вполне в духе мужчины-девы. Потому что каким бы рациональным, каким бы сухим и продуманным он вам не казался, в душе он бесконечный романтик. Вот такое отношение, безусловно, стоит ценить. Есть о чем задуматься. Что же посоветует карта для вас? Какую позицию вам выбрать для того, чтобы отношения получили развитие, для того, чтобы вот расцвела ваша любовь? Есть ли возможности для этого? Продолжайте. Ну, жезлы – это масть инициативы, а тройка жезлов – это карта, которая всегда любому начинанию дает как бы зеленый свет. Эта карта называется добродетель. То есть ваши намерения, ваши слова, ваши чувства к этому человеку должны быть бесконечно добродетельными и честными. Посмотрите, здесь нет мечей, то есть здесь нет места скандалам, манипуляциям. Это достаточно активная карта, инициативная, но без агрессии. Без агрессии. Будьте готовы его поддержать, когда вот он разрешит свои вот эти вот семейные проблемы или проблемы по бизнесу. Я повторяюсь, он может быть в командировке, даже в какой-то деловой поездке, но не радостной деловой поездке, когда нужно, например, бизнес спасать где-то далеко. И
возможности для развития вы должны ощущать в первую очередь. И в этом ключе выстраивать как бы тактику своего общения вот с мужчиной, девой. Это деловая масть, поэтому, естественно, по возможности оказывайте ему поддержку. Если вы можете чем-то ему помочь, оказать какую-то вот именно практическую помощь, как-то поддержать его, сделайте это. Но в любом случае тройка жезлов предсказывает такой, знаете, вот стабильный рост, как бы гарантирует развитие ситуации к лучшему. А в данном случае, вот в данной позиции, карта требует этого от вас. Придется немного постараться. Я допускаю, что после длительной разлуки, а карта здесь крупная, у вас сил и намерений может не оставаться. У вас в буквальном смысле могут опуститься руки, но нет. Совет карт все-таки продолжайте. Станьте для него вот таким маяком. Посмотрите, какая говорящая иллюстрация здесь на карте. Таким вот маяком. А теперь промежуточный итог для ваших отношений с мужчиной, девой. Достаточно конфликтную ситуацию придется пережить. Может быть, она станет как раз отголоском вашей разлуки, вашего охлаждения в настоящем. Но это критика, часто несправедливая, это взаимные упреки, обиды, ревность, вообще, знаете, высказывание претензий. То есть пятерка жезлов – это всегда именно вербальный конфликт. Все самое худшее в слова облекается. Пятерка мечей всегда содержит в себе совет не участвовать в этом конфликте. Если ваш мужчина, дева, станет инициировать вот такое вот открытое выяснение отношений, просто не участвуйте, просто не поддерживайте беседу, не поддерживайте переписку, потому что этот спор ни к чему не приведет. Это 100% гарантия охлаждения чувств, по крайней мере, хоть на какое-то время. И это потери. Потери для обоих, потери доверия, любви. И вообще напряженная, эмоционально напряженная ситуация, которая для девы, кстати, может быть тяжелее, чем для представителей других знаков. Избегайте конфликтов и надейтесь на лучшее. Вот советы карт для вас.